Приветствую! Меня зовут Андрей Шахов, а это мой писательский видеоканал. Сегодня представляю вашему вниманию 13-й фрагмент из моего дневника ДМБ-90. Ссылка на 12-й внизу, в описании этого видео. Отслужив год и став черпаками, солдаты моего призыва получили от дедов негласное право добирать недостающий сон на дежурстве и вообще везде, где выпадает возможность. И мы этим правом, конечно, пользовались. Правда, много зависело от того, кто на какой должности служил. У радистов с этим было неважно. Наш подземный узел связи, или яма, как мы его называли, состоял из 2 этажей. На верхнем размещались радисты и телеграфисты, на нижнем мы, электрики. Там же, напротив нашей, находилась комната операторов спутниковой связи. Думаю, из этого уже понятно, у кого было больше свободы. Дежурные офицеры, которые сидели наверху с радистами и телеграфистами, к нам вниз заглядывали редко. Мы жили полуавтономно. Если появлялись нежданные важные гости, с верхнего этажа нас обычно предупреждали. А вот их самих предупредить было некому. Хотя в ночные смены и наверху бывало спокойно. Ночных проверок я не припомню. Но у радистов была другая беда. Они обязаны были непрерывно слушать эфир и принимать все сообщения, даже самые пустяковые. А уж пропустить что-то важное... Наши деды, те, кто пришел на год раньше, застали еще жесткую дедовщину, с которой командование начало бороться в русле перестройки. В первый год они служили за себя и за своих дедов. Например, старший призыв мог всей сменой уйти на перекур на полчаса, а то и на час, оставив свои наушники духом и по мозгам. Если черпаки и деды могли дремать на смене, изображая бдение у рации, то младшие призывы, которые и так страдали от вечного недосыпа, не смели сомкнуть глаз. И не дай бог что-то пропустить. Помимо внеочередных нарядов от начальства, провинившийся мог схлопотать от дедов и физических внушений. В ту пору вообще творилось много страшного, но это тема для другого рассказа. Жесткая муштра многих калечила, но работала. У нас ходила легенда о том, как один из дедов, прямо во сне, не размыкая глаз, принял и записал радиограмму. И это не так уж фантастично. Я сам видел радистов, которые храпели, закинутой головой, но просыпались мгновенно, стоило рации ожить. Когда мы пришли, все начало меняться. Дедовщина отмирала, и я ее почти не застал, только в очень мягком виде. Вроде бы хорошо, но советская армия другого механизма поддержания дисциплины не знала. Офицерам было удобно скинуть ответственность на старослужащих. Зарплаты, да и само устройство армии не подталкивали к тому, чтобы они проявляли инициативу. Прежняя дисциплина рассыпалась, и число нарушений пошло в гору. Тогда радиограмма с позывным «Монолит» считалась сигналом высшей важности. Там мог быть приказ об объявлении войны. Пропустить такой сигнал было ЧП. Все руководство вставало на уши. Такое случалось раз-два в год. В последние месяцы моей службы я иногда поднимался к радистам и с удивлением видел, как молодое пополнение дрыхнет у раций средь бела дня, никого не стесняясь. «А что ты хочешь?» – пожимали плечами старшие. «Трогать их теперь нельзя». В итоге всего за полгода прозевали пару монолитов и черт знает сколько менее важных радиограмм. Справедливости ради, ребятам тогда было сложнее. Призывников не хватало уже в наше время, но позже недобор стал больше, нагрузка на молодежь еще выросла. А вскоре после распада СССР игры в уставщину закончились. Российские офицеры с готовностью вернулись к управлению через дедовщину, и та стала еще хуже, чем при Союзе. К счастью, меня это уже не коснулось. Надеюсь, вам понравилось, и вы ждете продолжения, которое обязательно будет. А пока лайкните это видео, поделитесь им и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ведь здесь будет много разных выпусков. Но на моем сайте контент еще разнообразнее. Там вы найдете ссылки на мои видео, интересные тексты, умные кинорецензии и красивые фоточки. Загляните по ссылке внизу и убедитесь сами. А на сегодня все. До новых встреч!